Очень интересный оказался первый месяц 2024 года. Много чего интересного произошло и происходит в мире технологий, в мире искусственного интеллекта. И в нашей постоянной рубрике я собрала самые интересные, самые актуальные, которые будут новости для вас. Поехали, будем в тренде событий. Первая новость. Не успел телефон Pixel внедрить искусственный интеллект с Gemini, как Samsung тут как тут, и он выпускает свой телефон с искусственным интеллектом. Что мне понравилось, что будет в этом телефоне? Первое. Там будет Circle to Search, то есть вы в телефоне смотрите что-нибудь, вам понравилось, вы не знаете, как это называется, но вы хотите найти об этом информацию и найти этот конкретный предмет. Вы обводите то, что вам интересно, и все, и для вас браузер ищет то, что вы хотели. Это будет одежда, это какая-то определенная статья, это что угодно. Классно, круто. Второе, что мне понравилось и будет, думаю, очень актуально, а это именно Live Translate. Что они сделали, ребят? Они включили переводчик в телефон. Не просто переводчик, который переводит слова на телефоне, а разговорные звонки, ребят. То есть вам звонит человек с Америки, говорит с вами на английском языке, и функция Live Translate переводит его вам на русский. Пока, правда, там еще нет русского языка, но это будет, и я думаю, что будет уже в 2024 году. Добавление языков — это не самое сложное, что может быть во внедрении. Следующая классная функция — Note Assistant. То есть в ваших заметочках, когда вы их делаете, возможно, вы, как и я, тоже пишете все ваши мысли туда, и потом приходится сортировать. Здесь это будет искусственный интеллект, и он сможет вам суммировать ваши заметки, выводить что-то главное из ваших заметок. В общем, очень полезная функция. У них есть аж 3 целых функции, они включают Pro Visuals, то есть это будет функция камеры, где она будет улучшать качество изображения, то ли это днем, то ли это ночью снято. У них будет Space Zoom, стабилизировать изображение с помощью AI, и будет Galaxy AI Zoom, это оптимизация масштабирования изображений. Upscaler. Классно. Если у вас в телефоне остались какие-то старые фотографии, вы их перекинете, то, скорее всего, вы сможете их улучшить прямо уже в телефоне. Но что здесь стоит сказать? Если в случае с Pixel искусственный интеллект, он внедряется в саму операционную систему, то есть чипы Gemini, Samsung сделали AI на облаке, и то есть все ваши запросы, они будут отправляться на облако, там обрабатываться и вам возвращаться. Ну, то есть нужен будет, скорее всего, интернет обязательно. Возможно, мы этого даже не заметим, но по такому принципу это будет работать. Я считаю, что они просто, наверное, захотели сделать это побыстрее пикселя, и чтобы не придумывать языковую модель и внедрение чипов, они просто обошлись облаком. Вторая новость. Вы, возможно, уже видели вот этот маленький гаджет, который, скорее всего, уже был в каждом видео на ютубе, англоязычных ютуберов, по крайней мере. Что же это такое? Эти ребята, точнее, создатель этой компании, он объединил в себе телефон, смартфон, где есть все программы, где вы сможете там искать информацию, голосовой помощник, да, там дома, Алиса, Алекса, и браузер. И что эта штука выдает? У нее есть Wi-Fi, у нее есть Bluetooth, у нее есть сим-карта и поисковик. Оно соединяется с вашими предложениями на телефоне. Это может быть Uber, это может быть доставка еды, это может быть ваш мессенджер, то есть что вы захотите, то и подключите. И оно выполняет несколько функций. Первое. Благодаря тому, что оно соединено с вашими приложениями, вы теперь можете просто нажать, сказать: вызови мне Uber до моего дома. Он знает, где вы находитесь, и он в Uber вызывает вам поездку. Показывает вам подтвердить, не подтвердить. Вы нажимаете подтвердить. Uber вызван. Вы вообще понимаете, насколько это круто? Он просто упростил, по сути, наше взаимодействие с программами и так далее. Помимо того, что он соединяется с программами, также можно его просто спросить вопросы. К примеру, вы идете по улице, либо вы сейчас с кем-то на разговоре, и вам говорят какую-то непонятную вещь. И вы просто берете, достаете ваш смартфончик и говорите: что такое квантовый компьютер? И он вам ищет конкретику. Он не будет, как Google, вам давать миллион статей на разные темы, а он просто будет вам выдавать нужный вам ответ. Что еще он может? Благодаря тому, что у него есть камера, вы можете подходить к холодильнику, показывать, что у вас есть в холодильнике, и спрашивать: что из этого я могу приготовить? Он сканирует вашу еду и говорит вам рецепт, выдает, вы дальше его скроллите, смотрите и можете готовить. Понимаете, почему такой фурор? К сожалению, эта штучка, конечно, работает пока только на английском языке, и в наших странах она недоступна, соответственно. Но я скоро буду лететь в Америку, вот-вот на днях. Если вам интересно, я куплю эту штучку и покажу вам, сделаю обзорчик. Как вам такое? Напишите в комментариях, нужно, не нужно. Следующая новость немножечко, если честно, пугающая, ребят. А именно, искусственный интеллект может теперь копировать человеческий почерк. 16 января 2024 года ученые из Университета искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида в Абу-Даби разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который может достаточно точно копировать рукописный почерк человека, ребят. По словам создателей, этот почерк теперь не отличить от реального человека. Конечно, я не понимаю, зачем вообще это сделалось, потому что последствия, по-моему, очевидны. Теперь какие-нибудь мошенники смогут копировать ваш почерк и подписывать документы
документы. Но я думаю, конечно, с появлением такой технологии проверка значительно усилится, и нельзя будет просто так подписать документы. Но что эти ребята делают? Они вначале создают инструмент, которым можно копировать, и также говорят, что мы теперь намерены разработать инструмент, предотвращающий подделку. То есть разработали и антипродукт, который будет сканировать, и я это подписал, или это вы подписали, и различать и давать вам ответы. Вот, это уже что-то новенькое в сфере ИИ, поэтому решила поделиться. Следующая новость. Опять технологический гаджет. Как я и говорила в предыдущем видео, будет появляться все больше и больше гаджетов с искусственным интеллектом. Грех не выдавать. Так вот, компания представила такой Tamagotchi IB, которым внедрет ChatGPT. Он будет с камерой, и он может делать фото, выполнять команды по типу там поставить будильник, рассказать историю и так далее. Он будет маленький, мини-компактный, чтобы его можно было легко переносить с дома в дом. Стоит такое развлечение $250. И в отличие от Алексы, здесь у него встроена, так сказать, компьютерная душа, и у него есть датчики прикосновения, то есть вы сможете его гладить, вы сможете как-то с ним взаимодействовать, и он будет это чувствовать. Пока странно, но для детей, я думаю, это будет классная игрушка. Следующая новость посвящается хромоводам. Что же там в хроме у нас произошло? Самая полезная функция, которая там была, как по мне, это группировка вкладок. То есть у вас, возможно, открыто 10 вкладок похожего характера, к примеру, вы ищете какие-то новости. Теперь они будут группироваться в одну, и по нажатии на вот эту одну кнопочку будет вылетать сразу же 10 похожих. Вы просто нажимаете, и оно открывается уже, если вы хотите конкретно ее почитать. Удобно? Удобно. Помимо этого, в Chrome еще включаются такие функции, как генеративные фоны для приветственной страницы, то есть вы сможете сами генерировать себе фон, суммировать страницы, но и также идет новость про веб-разработку. Что-то будет связано, пока еще неизвестно что. Следующая новость. Интересно, потому что эта штука, которую мы используем часто, она вам будет нужна, и в нее внедряется все больше функций, а именно Eleven Labs, приложение по клонированию или созданию вообще голоса, озвучки для видео. Это пока на данный момент самое лучшее приложение с таким функционалом. Они привлекли инвестиции в размере $80 миллионов, что им позволит значительно улучшать свой функционал. Но что нам это дает? Нам это дает, что за $5 в месяц теперь помимо просто создания реалистичной озвучки, мы теперь сможем переводить наши файлы, наши видео, наши аудиофайлы. Вы вставляете свое видео, и размер этого видео может доходить до 45 минут, когда в HeyGen за $50 ты получаешь перевод всего 15 минут. Безусловно, в HeyGen есть такая функция, как липтинг, то есть он будет повторять движение твоих губ и максимально точно там клонировать твой голос. Здесь голос пока не клонируется с такой точностью и нет липстинга, но переводит видео достаточно хорошо. Я сейчас вам покажу, и вы сравните. Вот, пожалуйста, я перевела свое видео с русского на английский. I think this little project can give us 4 times the current position. We'll explain why now. This project has such big funds on board like SXNC and Digital Currency Group. То есть мне здесь нравится то, что он делает паузу. Он не просто, добавляет какую-то озвучку, а он идет вместе со мной, только переводя его на другой язык. Следующая новость любителям создавать AI-проекты, либо экспериментировать, и те, кто использует Hugging Face. Так вот, Hugging Face и Google Cloud теперь в одной команде, они запартнерились, и что нам это дает? Дает нам то, что если вы раньше создавали какие-то проекты, либо пробовали создавать на Hugging Face, но у вас не хватало мощности вашего компьютера, то благодаря вот этому партнерству вы теперь сможете использовать мощность сервера от Google Cloud. И благодаря этому обучение языковой модели будет значительно быстрее, так как обработка данных будет быстрее. Пока еще недоступно, но партнерство уже произошло, и вот-вот они начнут это внедрять. Кстати, у меня тоже новость для вас, ребят. У меня скоро выходит вот-вот, через неделю-две, выходит новый курс, а их будет целых 2. Первый, где вы научитесь создаванию различных чат-ботов с искусственным интеллектом, которые я делаю уже для своих клиентов на протяжении полугода. Второй курс будет про автоматизацию цифрового контента, автоматизацию маркетинга, автоматизацию продвижения, автоматизацию наших рутинных дел. Поэтому записывайтесь в анкету видео, заполняйте, отвечайте на вопросы, так как эти 2 курса я непосредственно составляла как раз для тех, кто заполнял эти анкеты. У вас было 600 человек, ребят. И причиной того, что до сих пор с вами не связались, было то, что изначально я планировала дать 1 курс, но потом, изучив ваш КСДФ, изучив все ваши ответы, ваши потребности, я захотела дать именно то, что вы просите, именно то, что вам надо. Поэтому ждем, вот-вот будет, и я думаю, вы будете приятно удивлены, потому что он как раз был составлен для вас, под вас, на ваши конкретные запросы. Что у нас еще? А у нас еще гаджеты, ребят.
Как я и говорила, гаджетов будет появляться все больше и больше для нашего дома, для нашей повседневной жизни. Поэтому решила вам показать гаджеты, которые мне понравились с самой крупной выпуске в Лас-Вегасе, CES. Это Consumer Electronic Show, которое проводится ежегодно, и там представлены новейшие технологии, новейшие гаджеты, которые вот-вот будут доступны. В этом году было более 4000 разных экспонатов. Смотрим, что же интересного у нас появляется в гаджетах. Первый гаджет, который мне понравился, от Samsung Bali, а именно он может обнаруживать необычное. То есть вы ставите домой, если он обнаружит какой-то нетипичный звук, либо, возможно, дым, он вам отправляет уведомление на телефон. Помимо этого, он может себя вести как домашнее животное и может приходить к вам, когда вы его зовете. Следующее, приложение Capella. Ребят, очень будет, думаю, актуально, а это именно приложение, которое расшифровывает причину детского плача. Если у вас есть маленькие сестренки, братишки, либо дети, попробуйте скачать и протестировать. В нем внедрен искусственный интеллект, и, как говорят создатели, с 95% точностью он определяет причину детского плача. Как они его обучили? Алгоритмы этого приложения, чтобы определять причину, были обучены на огромной базе данных детских плачей, которые были записаны и категоризованы на основе контекста, известной информации и визуальных подсказок медицинскими работниками в партнерстве с больницами. То есть там модель использует математические формулы для классификации плачей, да, ища маркеры в звуковых паттернах и частотах, а не просто конкретные характеристики. То есть у них был плач, если ребеночку делают там укольчик, он плачет, и у него определенные звуковые частоты. Они это заметили, подписали. И вот так каждый плач они классифицировали. Любители Volkswagen, любители машин, Volkswagen также входит в ChatGPT, и теперь искусственный интеллект будет с вами во время дороги. Помимо простого голосового помощника, такой как есть в Mercedes, в BMW, уже в прошлом году это внедрили, Volkswagen решили добавить это в управление информационно-развлекательной системой, навигацией и кондиционированием воздуха и ответа на разные вопросы. Где она будет внедрена? Она будет внедрена в моделях ID703, ID4, ID5, ID3 и в совершенно новом Тигуане, и совершенно новом Passat, а также в новом Golf. Обладатели этих машин, напишите в комментариях, если у вас такая функция, тестировали ли вы ее уже. Вот такой вот робот-компаньон для собаки, также, которая будет бросать мячики вашей собачке. Собачка будет приносить, она их будет брать и обратно кидать. Не знаю, насколько это будет полезно для собаководов, у меня нет собаки, но думаю, если они создали, значит, есть такой контингент. И следующий аппарат, в общем, и пробирается просто во все абсолютно ниши, вплоть до зубных щеток, ребят. Как вам зубная щетка с искусственным интеллектом, которая будет сканировать, правильно ли вы чистите ваши зубы? Стоит такая штучка $130, но, как говорят создатели, это значительно уменьшит поход к дантисту, так как она вам будет говорить неправильные вещи о ваших зубах, подсказывать, как правильно их вычищать. Следующее. Perfecto Grill. Использует искусственный интеллект для приготовления идеального стейка. Мясо там будет жариться вертикально. Искусственный интеллект будет обучаться на прожарке мяса и будет делать для вас мясо все лучше и лучше. Все идеальный и идеальный. Стоит такая штука $3500. Не совсем дешево, но учитывая то, что один стейк в Америке стоит $600, то, я думаю, приемлемо для них. О да, и последний гаджет, который мне очень сильно понравился, а это именно умное зеркало. Наверное, вы смотрели все фильмы, когда ты подходишь к своему зеркалу, с ним общаешься, оно с тобой общается, а не просто там выдает тебе там часы или погоду. Так вот, такое зеркало появилось. Производители Барракода называется Be Mine Smart Mirror. И они утверждают, что они являются самым первым инновационным зеркалом с искусственным интеллектом. Что оно может делать? Это зеркало на базе искусственного интеллекта для психического здоровья. Оно может представлять вам персонализированные рекомендации, такие как сеансы светотерапии, управлять медитациями и самоутверждение, то есть какие-то аффирмации, основанные на вашем психическом состоянии. Вот один комментарий девушки, которая его протестила на этой выставке. Когда я начала разговаривать с зеркалом, оно спросило меня, как прошел мой день. И в целях тестирования я сказала, что все прошло ужасно. Зеркало сразу же сказала мне ободряющие слова, переключила свет на успокаивающий синий цвет, отобразив природу, и побудила меня начать сеанс медитации. Стоит такое удовольствие от $500 до $1000 и будет доступно уже в 2024 году. Далее про государство. Власти Нидерландов направляют $222 миллиона на развитие систем искусственного интеллекта. Они так считают, что это поможет стране не быть в стороне в 2024 году. То есть, ребят, мы с вами как бы опередили власти Нидерландов и начали изучать это и внедрять еще в 2023. Но что мне, кстати,
кстати, понравилось, что в документе изложена стратегия по использованию искусственного интеллекта, его преимущества, но также они будут думать о защите от рисков дезинформации и сокращения возможностей трудоустройства. То есть власти будут непосредственно с этим бороться и внедрять новые рабочие места на замену старым. Ну и напоследок, словарик Collins Dictionary признал словом года слово искусственный интеллект, AI. Слово года было выбрано в результате анализа материалов Collins Corpus общим объемом более 20 миллиардов слов, текстов, опубликованных во всем мире в течение года в СМИ, книгах, на сайтах, а также выходящих в эфир радио и телевидения. Учитывалась и упоминаемость в живой речи. Так что, ребят, слово AI, мы на правильном пути. Изучаем, подписывайся на канал, будем всегда в тренде событий, внедряя AI в нашу жизнь, делая нашу жизнь эффективнее, делая нашу жизнь проще, но никак не заменяя свои силы искусственным интеллектом. Все, всем пока.